Всем привет, с вами Автандил. Начинаем наше очередное видео, посвященное синтезатору Roland D20. И сегодня мы поговорим о режиме передачи данных между синтезатором и внешними устройствами под названием One Way Bulk. Итак, поехали! Включаем наш синтезатор и сразу проводим инициализацию. Если вы помните, в прошлых видео, когда мы говорили о связи с компьютером, в частности с программой SynthWork, мы использовали режим обмена данных Handshake. То есть в чем заключается этот режим? Синтезатор связывается с компьютером, и на обоих устройствах выполняются какие-то команды, и они ждут ответа друг от друга. Поэтому и название такое handshake, как пожатие руки. То есть процесс передачи с одного устройства не начнется, пока на другом устройстве мы не подтвердим, что мы готовы это делать. Но у нас есть еще один режим, который называется One Way. Он отличается от режима Handshake тем, что мы передаем данные как бы вслепую. То есть мы не ждем никакого подтверждения с устройства на другом конце. И вот давайте сегодня поговорим о передаче данных с синтезатора на компьютер в этом режиме. Начнем с ритма, то есть звуков барабанов. Входим в режим ритм, Manual Drum. И сегодня мы будем говорить о двух нотах. Для наглядности это до 4 октавы и ре. Они у нас заводскими настройками, то есть вот до звучит вот так вот. Сделаю погромче. А ре звучит вот так. Ну, то есть это типичный звук барабана. У меня заранее заготовлен набор барабанов с другой конфигурацией, где на эти две ноты присвоены звуки из банка I. Ну, это сделано для того, чтобы мы могли легко отличить, что набор барабанов другой. Давайте загрузим эти звуки. Вот у нас этот набор. Снимаем однократно защиту записи. И идет загрузка. Проверяем. Ну, это явно не барабаны уже. То есть мы видим, что набор звуков барабанов, соответствующих нашим клавишам, он изменился. Теперь мы этот набор передадим на компьютер с помощью режима One Way. Для этого запускаем на компьютере секвенсор Cubase. Нам не надо готовить его к записи. Вот даже метроном мы выключим. Поскольку сейчас никакого подтверждения между двумя устройствами нам ожидать не надо. Нажимаем кнопку Data Transfer. Выбираем режим One Way Bulk. И поскольку мы хотим передать данные, то нажимаем Dump. Следующее подменю спрашивает, что мы хотим именно передать, какие данные. All. Нет, мы идем дисплей вверх и выбираем ритм. Теперь мы запускаем запись на секвенсоре. Там идет 2 такта метронома и запускаем передачу данных нажатием клавиши Enter. Данные отправляются. Все, данные переданы. Сейчас мы посмотрим на
секвенсоре, что это за данные. Мы видим, что какие-то данные переданы, и эти данные переданы в виде эксклюзивных системных сообщений синтезатора Roland. Вот они у нас передавались с 4-го такта по 10-й. Ну, с целью перфекционизма, раз у нас до 4-го такта не было никаких сообщений, то мы можем эти данные обрезать и также после 10-го. Обрезаем здесь и обрезаем в 11-м такте. Проверяем на всякий случай, не потеряли ли мы какое-то сообщение. Нет, здесь пусто, так что можно это удалить. Передвигаем наши данные на 1-й такт и смотрим вот этот хвостик, есть ли там какие-то данные. Да, данных нет. Что этот хвостик тоже можем удалить. Ну, вы спросите, какой нам толк от этих эксклюзивных сообщений системы Roland? Толк от них такой, что эти данные можно сохранить в виде MIDI файла. Программа Cubase нам позволяет это сделать. Сохраняем в виде MIDI файла и называем это ритм. Ну, я уже делал такой файл, поэтому меня спрашивают, перезаписать его. Я говорю, да, перезаписать. Теперь давайте попробуем эти данные передать обратно на синтезатор. Чтобы эта операция прошла быстрее, можно поставить максимальную скорость 250 ударов в минуту. Но перед этим, опять-таки для чистоты эксперимента, я еще раз сделаю инициализацию на синтезаторе. То есть выключаю синтезатор и включаю его с нажатыми кнопочками Tune и Write. Идем в барабаны, проверяем. Да, у нас ноты до и ре 4-й октавы играют действительно барабанами. Теперь давайте загрузим с компьютера информацию о барабанах обратно в синтезатор. Нажимаем Data Transfer. Выбираем One Way Bulk. И теперь кнопочкой Upper мы выбираем режим Load, то есть загрузка. Опять-таки идем в подменю. Выбираем ритм. Enter. Поскольку планируется запись в память синтезатора, то надо однократно снять защиту от записи. И в этот раз у нас синтезатор ожидает. Синтезатор готов, и теперь мы можем запустить эти данные с секвенсора. Мы нажимаем Play на секвенсоре, и данные пошли загружаться.
Ну, поскольку скорость у нас была быстрая, то данные уже загрузились буквально за несколько секунд. Проверяем? Да, это явно не барабаны. То есть наша операция удалась. Мы видим, как с помощью процедуры обмена данными One-Way Bulk мы можем отправлять данные набора барабанов синтезатора на компьютер и получать их обратно. Теперь давайте проведем ту же операцию со звуками. Опять для чистоты эксперимента выключаем синтезатор и инициализируем его. То есть сейчас у нас набор звуков, он заводской. То есть банк I заполнен звуками из банка B. Мы можем это проверить. Выбираем редактирование тембра. Видим, что банк B 01 фэнтези и банк I 01 тоже фэнтези. Теперь я загружаю с дискеты заранее подготовленный банк звуков с другими звуками. Однократно снимаем защиту от записи. И смотрим. I01 уже не такой, как B01. Тут что-то уже такое африканское у нас. Теперь давайте передадим этот банк звуков на секвенсор. Я закрываю окошко секвенсора, потому что работа с MIDI файлами, в общем-то, она не является главным режимом работы секвенсора, поэтому я лучше открою новое окошко и запишу файл звуков по новой. Переходим в начало песни. Готовимся к передаче звуков. Режим One-Way Bulk, Dump, Sound. И перед нажатием Enter я запускаю запись на секвенсоре. Ждем 2 такта метронома и можно начинать передачу. Информация о звуках передается. Тут передача состоялась. Останавливаем запись на секвенсоре и смотрим, что мы там такого записали. До 8 такта, ну до 9. И передача началась со 2 такта, потому что пока мы там включали запись, мы сможем опять-таки немножко почистить наши записанные данные. 2 такта и 9 такт. Срезаем. Проверяем, чтобы мы не выкинули что-то полезное. Здесь у нас пусто, все нормально.
можно удалить эту часть данных. И здесь тоже пусто, то есть тоже можно удалить. И перемещаем данные в начало песни, на первый такт. Сохраняем их как MIDI файл в виде Afro Sound. У нас там было что-то с Африкой, вот сохраним в этом виде. Опять-таки скорость файла можно поставить максимальную для секвенсора Cubase. 250 ударов в минуту. Теперь проводим инициализацию на синтезаторе. Убеждаемся, что звук из банка I соответствует звуку из банка B. Вот это фэнтези. И теперь примем наш африканский банк звуков с секвенсора обратно на синтезатор. Нажимаем Data Transfer, One Way Bulk, Load. Теперь звуки. Нажимаем Enter. Однократно снимаем защиту записи. Синтезатор ожидает передачи данных, и мы эти данные быстренько ему передаем. Вот данные загружены. И теперь проверяем. Идем в редактирование тембра. Банк I. Смотрим. Да, это вот наш африканский звук. Вот таким образом можно передавать на секвенсор, на внешний, информацию о барабанах и о наших звуках в виде системных сообщений System Exclusive Messages компании Roland в режиме One Way Bulk. К сожалению, информацию о песне передать на секвенсор также можно в виде таких сообщений, но эта передача не имеет смысла, поскольку обратно эта информация синтезатором не воспринимается. Вот я пытался и так, и сяк, но, в общем-то, эта песня не воссоздается в полной мере, как можно воссоздать звуки барабанов и звуки банка I. Поэтому, в общем-то, режим All, ну, я не нашел ему применения вот в этом режиме передачи данных. А теперь давайте поговорим о хитростях. Ну вот, первая часть видео такая достаточно была скучная. Набираем режим, что-то передаем, что-то нажимаем кнопки. Кучу разрешений требуется от синтезатора и от компьютера. А можно ли как-то контрабандным путем передать нам какие-то данные? Вот давайте этим сейчас займемся. Выключаем синтезатор и проводим его инициализацию. У нас сейчас, как вы догадываетесь, звуки заводские. То есть банк I равен банку B. А в это время я не выключал наш секвенсор Cubase, на котором был записан MIDI файл с информацией о наших африканских звуках. Так вот, оказывается, такой MIDI файл можно просто воспроизвести.
И даже, в общем-то, не использовать режим нажатия кнопок, One Way Bulk туда-сюда. Я просто проиграю этот файл в секвенсоре Cubase. Ну, кстати, это не обязательно должен быть секвенсор. Это может быть любой плеер, воспринимающий MIDI-файлы и который может посылать MIDI-файлы на выход MIDI-устройства. Ну, в данном случае роль плеера играет у нас секвенсор Cubase. Итак, мы помним, что у нас на синтезаторе заводские звуки, на секвенсоре банк с некими африканскими звуками. И я просто нажимаю play. Все. Файл отыграл. На синтезаторе при этом вообще никакой индикации не было. Но давайте проверим, какой у него сейчас набор звуков. Идем в редактирование тембра и смотрим. Опа! Наш африканский набор. Вот мы передали контрабандным способом сообщение о звуках на синтезатор. То есть мы ничего не нажимали на синтезаторе, никакой индикации не появлялось, но тем не менее банк звуков был загружен. К сожалению, этот трюк не работает с файлом барабанов и файлом песни. То есть таким контрабандным путем мы можем передать только данные о звуках. На этом все на сегодня. Буду рад, если этот трюк вам пригодится. Напишите, какие трюки вы знаете с синтезатором Roland D20. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии и предлагайте темы для новых видео. Всем пока! Game over, man! Game over!